путешествие во времени невозможно. Хотя по сути, почему невозможно? Возможно. И герои этого выпуска вам это докажут. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске вы узнаете предсказания путешественника во времени из 2036 года, а также другие удивительные истории о тех, кому удалось взломать время. Джон Тайтер. В 2000 году на американских форумах появился путешественник во времени, якобы прибывший из 2036 года. Он зарегистрировался на одном из ресурсов под псевдонимом Time Travel 0 и рассказывал о своем опыте и между делом продемонстрировал свою машину времени. Тайтер признался, что он солдат, которого отправили в прошлое, чтобы доставить ученым компьютер IBM 5100. Программисты будущего должны исправить в нем ошибку, которая вызовет проблемы уже в 2038 году. Однако Тайтер решил временно остановиться в 2000 году, чтобы пообщаться с семьей, собрать утерянные в будущей войне фотографии и предотвратить грядущую катастрофу – Третью мировую войну. Тайтер предлагал учиться базовым наукам обращения с оружием и держать наготове все необходимое, чтобы покинуть дом за 10 минут и никогда туда не возвращаться. Он даже собирал команду добровольцев, готовых отправиться с ним в 2036 год. По его словам, он не ставит перед собой цели, чтобы ему поверили. Он также рассказал, что в будущем вас никто не любит. Глобальную катастрофу Тайтер назначил на 2015 год. Она должна была начаться с ядерного удара России по развалившимся в ходе гражданской войны 2005 года США. Причиной войны стал конфликт между арабами и евреями. В итоге практически весь мир должен был лежать в руинах. Россия, Евросоюз и Европа исчезли бы с лица земли, а от США осталось всего несколько военных баз. Тайтер несколько раз описывал свою машину времени. В одном из ранних постов он написал это устройство как стационарную единицу массы временного смещения, приводимую в действие двумя двойными положительными сингулярностями с верхним вращением, создающую стандартную смещенную синусоиду Типлера. Более ранний пост был более откровенным. В нем об устройстве машины времени говорилось следующее. Два магнитных корпуса для двойных микросингулярностей, многообразие инжекций электронов для изменения массы и гравитации микросингулярностей, система охлаждения и выпуска рентгеновских лучей, гравитационные датчики или блокировка переменной силы тяжести, 4 основных единицы цезиевых часов и 3 основных компьютерных блока. Но что вы хотели, это ведь машина времени. Согласно сообщениям, устройство было установлено в задней части автомобиля Chevrolet Corvette с откидным верхом 1966 года выпуска. В более поздних сообщениях упоминался некий грузовик 1987 года выпуска с полным приводом. $350 миллионов за 2 недели. В 2003 году на одном из развлекательных ресурсов появилась история об аресте необыкновенно удачливого экономиста. Некто Эндрю Карслин якобы заработал $350 миллионов за 2 недели на рискованных инвестициях, вложив при этом всего $800. Власти США, конечно же, не могли не заметить такое событие. И на допросе он не раскрыл мошеннические схемы, зато признался, что прибыл из 2256 года и знал о всех крупных событиях на рынке. Также Карслин признался, что слишком увлекся. Он планировал вкладывать как в удачные, так и неудачные бизнес-проекты, но было слишком сложно удержаться от соблазна, поэтому все его 126 инвестиций принесли ему мгновенную прибыль. ФБР так и не смогли найти данных о нем до декабря 2002 года, будто бы до этого Карслина действительно не существовало. Как так? За свое освобождение он обещал правительству раскрыть тайну лекарства от СПИДа, однако наотрез отказался признаться, где расположена машина времени и объяснить ее устройство, так как очень боялся, что агрегат попадет не в те руки. Его отказывались выпустить из тюрьмы, пока неизвестный недоброжелатель не заплатил за него залог в $1 миллион. Карслин вышел на свободу в апреле 2013 года. Он должен был предстать перед судом, но по пути на слушание исчез. Историю тут же подхватили многие мировые СМИ, но больше всего загадочная история Эндрю Карслина удивила не читателей газет, а сотрудников ФБР и комиссии по ценным бумагам и биржам. Журналисты их буквально замучили просьбами дать комментарии о путешественнике во времени. Отказ спецслужб комментировать случай Карслина только подзадорил конспирологов, уверенных, что власти просто скрывают правду. А что думаете вы? Будущее туманно.
Самопровозглашенные путешественники во времени стали демонстрировать фотографии из будущего как можно чаще. Только с начала 2018 года свои снимки показали уже 3 путешественника во времени. И 6000 года, 10000 года и 2118 года. Фотографии схожи в одном. Они почему-то не отличаются особой четкостью. Пришелец из 6000 года объясняет размытость снимка тем, что при путешествиях во времени они искажаются. По его словам, ему еще повезло, что то же самое не случилось с его внутренностями. По его словам, ученые наблюдали и такое. Он заявил, что родился в 20 веке и участвовал в экспериментах 1990-х годов, когда исследователи отправили нескольких человек в будущее в разные периоды. Он вынужден скрывать свое имя и лицо и изменять голос, чтобы его не поймали таинственные они. Через 40 веков, по его словам, все смогут телепортироваться и перемещаться во времени. На временных парадоксах не стоит переживать. Путешественники будут невидимыми и не смогут вмешиваться в ход истории. Правда, каким образом он смог при этом сняться видео, он не объясняет. Миром будет править искусственный интеллект, который будет лишен эмоций. Он же уменьшит людей в размерах, чтобы они занимали минимум места и потребляли меньше ресурсов. Мужчина, побывавший в 10000 году, объяснил нечеткость снимка изменением электромагнитных свойств Земли, из-за которых фотоаппараты начали работать по-другому. По его словам, во время учебы в Америке в 2008 году он встретил профессора, предложившего ему слетать в будущее. Немного посомневавшись, он решился. По его словам, в будущем всюду растет трава, а небоскребы такие высокие, что их вершин не видно за облаками. Все машины летают по небу, а по земле ходят инопланетяне. Люди тоже научились летать, и путешественник во времени предположил, что им в этом помогают нанотехнологии. Всюду были мягкие роботы и голограммы. Он очень хотел еще раз лететь в будущее, но когда пришел к профессору на следующий день, его не было дома. Машина времени бесследно пропала, переместившись из 1981 года в 2118, а затем в 2018 Александр Смит пожаловался, что оригинал снимка из будущего у него изъяло правительство. У него осталась лишь копия плохого качества. По его словам, его разыскивает ЦРУ, поэтому он живет в укрытии и скрывает свое настоящее имя. Что касается будущего, роботы рассказали ему, что в середине 21 века на Землю прибудут умные инопланетяне, но бояться их не стоит. По его словам, самой страшной опасностью для человека Смит назвал глобальное потепление и попросил жителей 2018 года задуматься об экологии хотя бы ради своих детей и внуков. В интернете даже вышло несколько интервью с гостем из 2030-го под псевдонимом Ной. Его даже заставили пройти проверку на детекторе лжи, и он с честью выдержал испытание. На прямой вопрос, является ли он гостем из будущего, он ответил «да». И полиграф показал, что это правда. Ной выглядит примерно на 20 лет, но уверяет, что вдвое старше и сохранил свою внешность юноши благодаря секретному лекарству. Он заявил, что ученые научились путешествовать во времени уже 15 лет назад, но скрывает это от общественности. И только в 2028 году правительство позволит отправиться в прошлое или будущее любому желающему. Тогда же человечество отправится на Марс. По его словам, к 2030 году человечество научится лечить многие формы рака. Роботы будут вести домашнее хозяйство, и практически у каждого будет некое подобие Google очков такой же мощности, как сегодняшние компьютеры. Биткоины окончательно войдут в оборот, но и традиционные деньги тоже не исчезнут. Из-за глобального потепления в США климат станет жарче, а в Европе холоднее. Также он сообщил, что президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, но отказался предоставить доказательства, чтобы не вызывать временной парадокс. Несмотря на данные детектора лжи, Ною поверили не все. Многие усомнились, что полиграф настоящий, а другие заметили, что если он и правда уверен, что прилетел из будущего, то прибор никак не покажет, что он лжет. Возможно, именно это и произошло, ведь Ной, как и другие путешественники во времени, уверен, что видел будущее и искренне хочет поделиться своим знанием со всем человечеством. Пеллегрино Эрнети. Отец Пеллегрино Эрнети жил в храме на острове Сан-Джорджо в Венецианском заливе, но несмотря на такое уединение, он явно был человеком многих талантов, причем незаурядных. Во-первых, он был сертифицированным Ватикан-экзорцистом, то есть изгонял людей злых духов. Во-вторых, он серьезно изучал преполифонию, архаичную музыку. В-третьих, до того, как уйти в монастырь, успел получить ученую степень по физике. Два последних увлечения священника якобы помогли ему создать машину времени. Изучая древнюю музыку, отец Эрнети открыл некий новый физический принцип, завязанный на резонанс, частоты и гармонию. Благодаря ему он мог видеть прошлое. Эрнети где-то в середине
середине 1950-х годов соорудил прибор, чем-то смахивающий на допотопный телевизор. Как он сам утверждал в единственном интервью через хроновизор. Так он окрестил свое изобретение, смог увидеть премьеру оперы «Триест» в 169 году до нашей эры. До нас это произведение не дошло. Больше того, он наблюдал Голгофу и распятие Христа. В качестве доказательства отец Эрнести предъявил фото Спасителя и отрывки из текста древней оперы. Впрочем, в снимке быстро узнали зеркальное отражение старой открытки. На оперу священник мог написать и сам. Эрнести уже готовы были объявить шарлатаном, но тут объявился его друг, французский священник Франсуа Брюно, который заявил неверящим своим ушам журналистам, что своими глазами видел работающий хроновизор, но сам прибор и все записи о нем у Эрнести конфисковала католическая церковь. Еще один человек, называющий себя путешественником во времени с 5000 года, предупредил, что целые города якобы окажутся под водой из-за изменения климата. У него есть снимки, доказывающие это. Мужчина, известный только как Эдвард, уверен, что он участвовал в сверхсекретном эксперименте по путешествию во времени в 2004 году. По его словам, он был отправлен на 3000 лет в будущее. Эдвард рассказал, что работал в Лос-Анджелесе в лаборатории, когда ему якобы дали задание отправиться в будущее и сделать фотографии. Путешественник во времени утверждает, что по прибытию в будущее он увидел Лос-Анджелес, который был затоплен. Он рассказал, что стоял на огромной деревянной платформе. Там были также дома и здания, сделанные из дерева. После этого он понял, что это тот же самый город, Лос-Анджелес, но только он находится под водой, заявил мужчина. Он добавил, что пообщался с людьми, которые живут в этом месте. По словам Эдварда, они сказали ему, что наводнение произошло из-за глобального потепления. В свою очередь, ученые НАСА заявили, что путешествия во времени невозможны. Хотя на самолетах и спутниках время движется с другой скоростью, чем на Земле, мы не можем использовать машину времени, чтобы путешествовать на сотни лет в прошлое или будущее, заявили в американском космическом агентстве. В ведомстве отметили, что такие путешествия во времени случаются только в книгах и фильмах. Но действительно ли это так? Напишите в комментариях свое мнение на этот счет. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.